Для того, чтобы тесто на штрудель было действительно слоеным, нам нужно заранее подготовить масло для слоения. Это должно быть масло с высокой температурой плавления, пластичное. Это кисло-сливочное масло, например, Президент. Ищите кисло-сливочное масло. Мне на мой штрудель понадобится примерно 80-90 граммов масла. Я заранее приготовила пергаментную бумагу. Квадрат у меня 22 на 22 сантиметра. Я предполагаю, что мой штрудель будет длиной примерно сантиметров 30, может быть 27. Поэтому я взяла такого размера квадрат, чтобы потом я могла тесто раскатать до нужного мне размера. У меня размеченный квадрат. Я вот более-менее равномерно распределяю кусочки масла. Этот можно еще поделить пополам. Распределяю. Закрываю бумагу. Сворачиваю в квадрат. Ровненько. И теперь я беру скалку. И мне при помощи скалки нужно это все масло распределить внутри бумаги. Все, я раскатала равномерный пласт масла. И теперь его необходимо убрать в морозилку. На самом деле можно сделать такое масло заранее, раскатать его, сложить в морозильник. И оно будет лежать хоть несколько месяцев. Совершенно ничего не делается. И когда вы захотели что-то испечь из слоеного теста, вы его достаете и применяете. Ровный слой масла, очень тоненький. Отправляю его в морозильник. Добрый день! Сегодня я делаю штрудель с яблоками и сейчас буду делать для него тесто. Буду месить в тестомесе, поэтому сразу все добавляю в чашу. Начнем с молока. Мне понадобится 65 граммов молока. В молоко я добавляю дрожжи прессованные живые. Мне нужно будет 10 грамм дрожжей. Венчиком чуть-чуть размешиваем. Добавляю сухое молоко 5 граммов. Добавляем сахар 12 граммов. Добавляем мед, примерно чайная ложка. И добавляем воду. Воды добавляю 45 граммов. Сейчас надо все это смешать и растворить дрожжи. Буду добавлять муку. 80 граммов французская штучка экстра и 80 граммов белая нежная. Тесто перемешиваю. Добавляю 3 грамма соли. Сейчас я тесто промешаю вместе с солью, чтобы соль вошла. Выкладываю на стол. И нужно сделать замес до гладкости. Основной замес я сделала. Теперь мне нужно добавить масло. Сюда нуазет. Масло мне понадобится 15 граммов. Ну а дальше необходимо вмесить масло нуазет. Что такое масло нуазет? Можете посмотреть в моем видео. Я обязательно вот здесь размещу ссылочку на это видео, чтобы вы могли понять, что же из себя представляет масло нуазет. Оно придает шелковистость тесту. И оно придает замечательный запах, такой ореховый, очень душистый. Масло нуазет можно сделать самим. У меня есть рецепт, как это делается. Заходите, смотрите, делайте. Ну а сейчас мы вмешиваем масло до того момента, когда оно перестанет чувствоваться. Все, я замесила гладкий колобочек теста. И сейчас я его отправлю на брожение на 1 час. При комнатной температуре можно накрыть миской, либо положить в мисочку и накрыть пленочкой. Сейчас тесту нужно будет сделать предформовку. Припыляем поверхность мукой. И выкладываю тесто. Тесто бродило час. Оно прекрасно поднялось. И сейчас я сделаю из него небольшой прямоугольничек. Ровненький. И отправлю в холодильник. Делаем удобный для дальнейшего раскатывания прямоугольник. Обязательно припыляем мукой, чтобы к пленке, в которой будет находиться тесто, оно не прилипало. Беру пленочку. Накрываю пленкой, так чтобы края оставались. И теперь в таком виде я кладу тесто на досочку небольшую и отправляю в морозилку на 1 час.
После этого я отправляю его в холодильник на всю ночь до утра. И утром буду делать пирог. Продолжаем работать над слоеным тестом. Масло я вынула из морозилки. И сейчас мне нужно его согреть немножечко. Согреваем мы его до вмятины. То есть когда я буду вот так вот нажимать пальцем, и на масле будет оставаться вмятинка. Я отложу пока в сторону масло и сейчас немножечко раскатаю тесто, подготовлю его. Оно у меня провело ночь в холодильнике. Я беру муку, подпыляю поверхность и снимаю тесто на эту поверхность. И раскатываем. Тесто даже в холодильнике хорошо подошло. Видите, тесто не ползет по столу. Это значит, что оно прилипло, его нужно перевернуть. Здесь нет задачи раскатать тонко, есть задача раскатать просто в размер по ширине, как пласт нашего масла, а в длину примерно в 2 раза больше. Сейчас я уже даже лишнего накатала. Вон чуть-чуть подсоберем. Сейчас включится клейковина, и оно само немножечко подсядет, стянется. Надо, чтобы краев практически не было. Минимальные края. Вынимаем масло. Аккуратно отклеиваем поверхность. Так, здесь масло вышло наружу. Не очень это хорошо. Переворачиваем на нашу заготовку теста. Приглаживаем руками, чтобы масло прилипло. Прям вот уголочки, чтобы уголочки прилипли. Масло немножко сильнее подтаяло, чем мне хотелось бы. Но я все-таки стараюсь бумагу снять аккуратно. Масло поплыло, и сейчас его катать точно будет нельзя. Значит, мы сейчас убираем заморозку. И я накрываю вот так тесто. Я сейчас его катать не буду, я просто уберу в холодильник. Отправляю его в морозилку минут на 20. Я достала тесто из морозилки, оно у меня подстыло чуть-чуть. Если оно мягкое, пластичное, его уже можно раскатывать. Единственное, что я боюсь, там масло внутри застыло, и оно сейчас может начать ломаться. Раскатываем в равномерный пласт, раскатываем в длину. Длина у нас там, и мы туда в длину его раскатываем. Переворачиваем, катаем с другой стороны. Стараемся часто переворачивать. Когда катаем, не давим, а растягиваем. Да, действительно, масло сейчас у меня пошло осколками. Я сейчас дам пару минут полежать тесту и буду катать его дальше. Я раскатала длинный пласт теста. Сейчас я его сверну. Прям совсем чуть-чуть припыляю, чтобы не слипалось. И убираю в холодильник, чтобы тесто не грелось, еще минут на 20-30. Ну и наконец я раскатываю тесто на рулет окончательно. Скалку надо тоже обработать мукой. Сейчас надо раскатать тоненько. Сейчас я сделаю ему ширину пошире. Все. И теперь можно катать вдоль. Прокатываем все края, чтобы края не оставались толстыми. Катаем от себя и к себе, как бы растягивая тесто. И не забываем его переворачивать. Старайтесь не порвать. Я порезала яблоки.
Я взяла яйцо и промажу сейчас края яйцом, чтобы у меня лучше скреплялся мой рулет. Дальше я беру корицу и посыпаю яблоки корицей. И сверху посыпаю сахаром. Яблоки достаточно сладкие, можно много сахара не сыпать. И теперь я яблоки соберу так вот горочкой, ровненько. И я беру, накрываю и вот так запечатываю рулет. Ну а дальше аккуратно его прокатываю и накрываю верхним клапаном теста. Беру бумагу для выпечки и перекатываю рулет на бумагу. Он у меня будет подходить примерно час. Я его накрою полотенцем. И в тепле, сейчас у меня порядка 25 градусов в кухне, и в тепле он будет подходить примерно час. Рулет у меня хорошо подошел за этот час. За счет того, что я сворачивала сначала края, он чуть потолще в этих местах, но это не страшно. Смазываем поверхность яйцом с молоком для глянцевого блеска после выпечки. Проходим всю поверхность, не забываем и по бокам, и с торцов, чтобы он весь был красивый. Духовка у меня уже разогревается. Она нагрета на 200 градусов. Перед тем, как я поставлю в духовку штрудель, я понижу температуру до 180 и буду выпекать его до готовности. Штрудель у меня готов. Смотрите, какой он красивый, глянцевый, очень румяный. Сейчас он очень горячий, резать будем позже, но я думаю, что он вкусный. Сейчас я разрежу штрудель. Взяла вот такой острый нож. Не хочу пилой для хлеба пилить его. Отрезаю сначала там, где потолще тесто. Хочу посмотреть. Смотрите, какой он. Очень красивый, очень слоеный. Ну а теперь разрежу посередине. Красивый слоеный штрудель. Мне нравится результат, пахнет он изумительно. Подписывайтесь на канал, и мы с вами испечем еще много всего интересного.